Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Эспирационе. Таро расклад, знаки судьбы, событие, которое меняет вашу жизнь. И вначале, чтобы вы могли сориентироваться более точно, мы сделаем сигнификацию, насколько это совпадает, резонирует с вами, с обстоятельствами вашей жизни. Кто вы? Где вы сейчас или в каком состоянии ваши думы? У вас выпадает туз пентаклей. Знаете, вы сама по себе как личность достаточно талантливая. Или та личность, которая может начать любое дело практически с нуля и развить его до таких значимых высот. Чем бы вы ни занимались, какую бы работу ни выполняли, вы всегда подходите к этому, что, я должен это сделать хорошо. Может быть, у вас есть определенный перфекционизм, и вы, скорее всего, опробуете на практике. И если как практика критерий истины, и если это получается, или это имеет место быть в нашей реальной жизни, значит, я иду вперед, или я пробую. Если это какой-то вау-проект, но в конкретной нашей жизни его ни к чему не приложишь, он никому не полезен. Не полезен, может быть, вам. Скорее, вы не будете этим делом заниматься. Или карта нам еще говорит, меня смотрят сейчас те, которые получили какой-то документ, может быть, важный, и решили посмотреть, заглянуть в будущее на пару шагов вперед. Или, может быть, известие, мои дорогие. Известие как письмо. Или, кто знает, может быть, вы ожидаете какое-то письмо. Или уже новость пришла к вам на порог. Но опять же, значит, вот эту новость вы все равно оцениваете, что же дальше. Во что это выльется. Или что будет дальше. Итак, что же нам расскажут о вас карты, кто вы? Принц жезлов. И по этой карте у нас всегда проходят неожиданности, как раз новости, информация и скорость. Поэтому с учетом перевернувшегося туза пентаклей вы, скорее всего, получили какое-то, как событие состоялось, или получили какую-то новость, или, может быть, новость вы как раз не получили, но вы очень надеялись. Может быть, вы надеялись на конкретного человека. Вы уже какой-то себе план могли составить, как я буду действовать. Может быть, и не один план. Что-то было у вас как будто уже построено. Какой-то план был уже продуман. Да, вы предполагали, в любой момент что-то пойдет не так. Вы все же были большим реалистом, это точно. И теперь, в связи с тем, что, может быть, произошло в последнее время у вас, или ваши ощущения вы можете где-то предчувствовать, ведь по рыцарю жезлов он как раз к этим неожиданностям готов, и поэтому он очень внимателен. И вы понимаете, может быть, человек как-то себя начал странно вести, и ваше предчувствие того, что нет, мой план, он как-то придется его корректировать. Может быть, это было связано вообще с поездкой какой-то или переездом, или вы сейчас собираетесь в дорогу, или вы ждете конкретного человека и тоже думаете, что мне от него ждать. Нам про личную историю, про любовь говорят вот так. Хотя у кого-то может проиграться про работу, тогда, мои дорогие, перекладывайте на себя, просто как работу рассматривайте. Все те значения, о которых мы будем говорить. Но, конечно, карта любви – это карта взаимопонимания. И если мы говорим, вы могли ждать человека, каких-то действий от него, и, может быть, были уже какие-то договоренности, и были вроде как чувства, и вы были абсолютно уверены, что наш союз благословлен на небесах. И было, как казалось, взаимопонимание, и, может быть, оно еще и есть. Давайте посмотрим дальше, что нам раскроют карты. Ну вот нет. Тут действительно что-то пошло совершенно неожиданно. Точнее, оно не пошло, оно заморозилось, оно словно замерло, и ничего не происходит. Сложилась подвешенная буквально ситуация, когда вот эти самые планы, они становятся на тормоз. Или они заходят в тупик. И вы теперь смотрите расклад и действительно, что делать дальше. Потому что какая-то прежняя моя концепция, она не срабатывает. Может быть, даже
вы столкнулись с тем, что человек себя как-то повел странно. Вот тот человек, которого вы ожидали. Или каких-то действий от человека вы ожидали. Может быть, мои дорогие, подписание конкретных документов, важных бумаг у вас уже тоже было на кону. Туз Пентаклей помним, да? И вдруг замерло. Никакого подписания, никакого, может быть, у кого-то даже общения. Или это общение, оно, в каком-то другом формате идет. Это тоже не назовешь развитием. Одним словом, тут действительно. И вы чувствуете себя заложником этой ситуации. И что мне делать конкретно так? Что еще? Невозможно посчитать. Просчитать точнее. Невозможно предугадать, тысячи неопределенностей. И вы уже точно знаете, что рисковать я собой не хочу. Основной вопрос, наверное, стоит ли мне кому-то доверять? Стоит ли мне ждать, например, какого-то документа или важного события, которое было обещано? Здесь есть определенно то, к чему вы готовились, мои дорогие, или то, что для вас послужило неожиданностью. Давайте мы достанем еще карту. По аркану Луна это могли быть те отношения, правда, ничего не происходит. И если те, кто смотрит меня, и именно ваша, где-то, вы чувствуете, проигрывается ситуация в личной жизни, у вас сейчас, скорее всего, общения нет. И, может быть, уже продолжительное какое-то время, нет того контакта, который был поначалу. И вообще непонятно, о чем человек думает. Я могу предположить, что кто-то из вас не знает, где находится человек, с кем он находится, в каких условиях. Меня смотрят люди из разных стран. Поэтому мы раскроем самого человека, раз уж нам показывают конкретную историю или взаимодействие с данной персоной. И пусть это или личная жизнь, или работа, или какие-то обещания, или прежние договоренности. А здесь нет. Здесь все словно замерло на какую-то далекую паузу. Вы себя чувствуете как заложником. Нет никакой конкретики, мои только догадки, интуиции, ничего более. И, скорее всего, вы пытаетесь где-то проанализировать ситуацию, где вы могли, может быть, чересчур довериться. Или где вы могли ошибиться, где вы могли совершить некоторый промах, потому что вам сейчас очень тяжело. Умом понимаете, что да, тут надо как-то рационально себя словно собрать воедино, но по четверке мечей вам очень плохо. Это называется, когда я ничего не чувствую. Я складываю оружие. Я никуда не иду. Я ничего не развиваю. Если мы говорим отношения, я какую-то ситуацию не тормошу. Я вот просто жду. Может быть, это ожидание в надежде, кстати, что человек как-то объявится или какая-то ситуация прояснится. А для кого-то из вас это внутреннее сложное состояние души, когда я не могу себя буквально не заставить, да и заставлять, скорее всего, не хочу. Есть еще те воспоминания, когда они вас радуют. Было что-то доброе, хорошее, если мы о двойке кубков. Был какой-то очень прогрессивный вроде как союз. Прогрессивный, почему я говорю? Потому что серьезная карта у нас кадуцей в правом верхнем углу. И я сказала, как будто те отношения, которые благословлены на небесах. И как-то не вяжется, скорее всего, у вас та ситуация, которая сложилась. Может быть, с тем периодом времени, когда развивались ваши отношения. И если мы про работу, тут тоже были договоренности, может быть, были согласования, обсуждения даже в деталях чего-то. И вдруг все прекратилось. И непонятно что. Давайте мы еще поясним эту ситуацию, потому что и вы сейчас, скорее всего, надеетесь сами на себя. И вторит карта тому перевернувшемуся тузу пентаклей. Это вы, императрица. Если вы меня сейчас смотрят мужчины, но это где-то вы находитесь в более таких добрых энергиях, когда вы готовы к диалогу. Вот вы-то как раз готовы к диалогу. У вас сильная позиция за счет того, что вы как и к неожиданностям готовы, так и корректировать что-то готовы. Но
ничего не происходит. Как будто так. Может быть, мои дорогие мужчины, есть действительно какая-то важная женщина, которая, пусть руководитель или пусть это личная история, но тоже что-то пошло не так в ваших отношениях. И вы сейчас обдумываете, что мне от этого ожидать. И вот посмотрите, у нас выпадает принцесса мечей. И в этой колоде карт она построена на символах. Это прообраз Медузы Горгоны. И мы знаем, что Медуза Горгона – это была прекрасная дева. Ее великолепные волосы струились до колен. Белоснежная кожа, нежная. Она пользовалась вниманием всех богов, за что ее возненавидела богиня Афина Паллада, богиня-воительница. Мы столько знаем из греческой мифологии хорошего о Афине Паллады, но тем не менее, боги, они, как и люди, живут своей жизнью, и Гомер об этом описывал, я на этом не останавливаюсь подробно, но она пострадала из-за своей доверчивости и наивности. Она надеялась на эту Афину, когда бог Посейдон за ней погнался и хотел, некоторой близости овладеть ею, а она, спасаясь бегством, влетает буквально в храм Афины Паллады, думая, что богиня-воительница заступится за нее, а Посейдон будет более благороден и не посмеет творить бесчинство. Но все произошло совершенно наоборот. Посейдон ею овладевает, а Афина Паллада обозлилась окончательно. Она и так ее скрыто где-то ненавидела, но тут то, что в ее храме происходит, ее окончательно разозлило, и она превращает бедную, прекрасную Медузу в страшное чудовище. И здесь как раз нам изображена принцесса мечей, потому что Медуза это была девушка, и она в прекрасном наряде, она именно до превращения. И вот тот меч, который она держит, она готова защищаться. Она теперь сама воин. Она никому не верит. Поэтому вот у вас теперь такое состояние. Вот тем, кому вы доверяли, вы абсолютно не верите. Вы понимаете, что, может быть, вот то состояние или та позиция, в которой я теперь нахожусь, она из-за моей доверчивости. Или, может быть, в чем-то и наивности. Я кому-то доверял или доверяла. Но я должна сказать, что вы уже на сегодняшний день, вы не настолько бездеятельны или не настолько вас надолго будем говорить. Вот эта история сложная, она вас выбила, и, видимо, вы смотрите этот расклад в тот момент, когда, по крайней мере, вы можете уже дышать. Хотя я могу предположить, это была настолько тяжелая пауза с учетом четверки мечей, когда... вообще непонятно, как к этому относиться, вот к этому событию. И туз жезлов – это когда вы уже принимаете какое-то решение. Именно по зависшей ситуации. У вас сильная позиция, мои дорогие. Мои дорогие девочки, это великий практик королевы Пентаклей. И если мужчина, перекладывайте, я уже не буду останавливаться на этом. Это вы где-то в этих энергиях, потому что королева Пентаклей – из любого хаоса, из любой неразберихи она отстраивает порядок. От чего она отталкивается? Как ни странно, от своей идеи, от того, что она задумала. И она в последующем это переложит в жизнь. Она сказку умеет сделать былью. Почему по этой карте идут люди, которые создают себя сами? И они ни на кого не рассчитывают. И всегда королева Пентакли еще и среди райского сада, который как раз по преданию своими руками она и создала. Поэтому вы, возможно, мои дорогие, если это была, к примеру, личная история, вы можете переключиться на свое творчество или на какой-то, может быть, вы продумываете проект по части работы. Если это, допустим, уже какая-то ситуация была по работе, кто-то может из вас продумывать, как я могу работать сам на себя. Или вы задумываетесь о том, чтобы не ждать милости, допустим, от руководителей, от начальников, если вас действительно кто-то обещаниями уже обманул. А как мне освоить какую-то, с учетом, может быть, обстановки вокруг вас, освоить как ремесло, какие-то навыки, чтобы быстро суметь приступить к какому-то делу. И, скорее всего, вы будете отталкиваться от того, к чему у вас лежит душа. Вот есть какая-то решимость именно по части денег, по части вашего самовыражения,
по части того, что у вас даже бизнес получится. И кто-то переключается с личной историей на конкретно «я теперь буду делать деньги», «я теперь буду не чьи-то мечты или кому-то служить жилеткой или пусть даже вдохновением. Может быть, вы делились этим вдохновением. Тут могли быть отношения, когда человек от вас словно подпитывался. А теперь вы понимаете, нет, теперь я буду вдохновением для себя самой. Что нам еще скажут? Ну, еще какой-то период вот такой не то паузы, не то апатии. Он еще продлится. Вам, может быть, вот этот очень сложный опыт, вы его проходите и понимаете, что, ну да, мне нужно, может быть, или обучиться, или как-то наспех какое-то дело не получится. Есть еще и тот момент, что вот эти эмоции, четверка, у вас 2 четверки, как пауза какая-то, но вы все равно уже теперь словно меняете энергии, или пространство, Вселенная вам помогает, знаки судьбы, посмотрите. Может быть, тут действительно напрямую уже этот знак судьбы идет. Вот то, что тебя привело в это состояние, то, что тебя обезоружило, то, что тебя словно, может быть, сделало в заточении, да, ну так образно говоря, или поставило тебя на паузу, или то, что ты сейчас словно, ну, вынужден в какой-то, может быть, и ситуации находиться, когда нет больших ресурсов что-то предпринимать. И вот это тогда карта будет говорить, ты должен оттолкнуться от самого себя. Может быть, вот этот кубок как раз и есть, что нам по судьбе была такая ситуация, подобная, 2 четверки. Может быть, это уже было не первый раз. И тогда ваша судьба, мои дорогие, вас выводит на тропу, ну, не войны, безусловно, но каких-то очень правильных решений. Потому что 2 карты паузы. Как будто высшие силы спрашивают, ну и доколе ты будешь где-то находить какие-то грабли. Есть то, что вы могли предвидеть, как будто так, но по каким-то, да, ситуациям жизненным или по вашему доверию, или, может быть, все так хорошо складывалось, и для вас это было совершенно неожиданно. Вот у кого была какая-то ситуация неожиданная, или было неожиданно поведение человека, когда он ушел словно в ночь, в тень, в никуда, исчез, может быть. Все вроде развивалось, и тут не просто пауза, а тут уже буквально какое-то разрушение. И эта карта нам говорит, может быть, тебя от какой-то опасности уводят высшие силы. Может быть, как раз знаки судьбы. И говорят, что ты должна или должен принять какое-то важное решение. Потому что если бы ты на что-то согласился, это мы уже плавно переходим к знакам судьбы. Или у тебя вот то, почему ты сейчас горюешь, если бы у тебя это состоялось, все равно произошла бы какая-то башня. Поэтому вот эта пауза, вот ты немножко переключи как будто свои мысли в другую сторону и задай себе вопрос, хорошо, а если бы вот какой-то союз состоялся, рабочий или личный, и если бы, насколько долго бы, допустим, первый вопрос, я бы согласилась быть вот в тех обстоятельствах, которые отчасти мне ведь навязывают. Нам 2 карты об этом сказали. Тут не совсем вы диктуете правила, это вам как будто диктуют правила. Или, к примеру, если мы говорим о том, что башня – это прообраз тюрьмы, это некоторые кандалы, пусть это будет то, что вас бы где-то ограничивало. И вполне вероятно, вы бы столкнулись все равно, допустим, подписав даже, если мы говорим о документах, подписав какой-то документ, у вас как будто была бы перекрыта дорога назад. И, может быть, судьба как раз уводит вас от той ситуации, которая неизбежно бы была разрушена. И как будто высшие тогда силы, ведь с другой стороны у вас карта императрицы, вас словно хотят сохранить. Они, безусловно, не только мучают где-то, но и учат, потому что вы сейчас на кону у себя сами. Для вас вот эта энергетика – это энергетика созидания. Я сказала, символ нового «я». Это когда мы очень ресурсны в данный момент. Но приложить эти ресурсы нужно не во благо кому-то, а во благо самому себе.
Вот так нам обрисовывают, показывают карты ситуацию, насколько это помогает вам, это вам судить. Но я хочу спросить на этой же колоде, что есть человек, с которым вы взаимодействуете. И если для кого-то из вас резонирует, ну тогда смотрите дальше. Что есть человек? Нам карты однозначно сказали, что есть еще одна персона, которая участвует в этом событии. Что же есть человек? Вот вы императрица, а что есть человек? А человеку хочется драйва, человеку хочется перемен. Человек, знаете, он бы очень готов, или он, может быть, даже себя видит таким вот, который легко расстается с людьми, легко, быстро вот, или он об этом мечтал, он, может быть, мечтал много путешествовать, вы могли, кстати, вместе строить планы даже. Но вот теперь он по какой-то причине решил идти без вас, может быть, или он решил словно перевернуть страницу своей собственной жизни, и он не имеет конкретного плана, он просто идет вперед, потому что ему хочется драйва, ему хочется перемен, ему хочется признания, ему хочется успеха, но пока нет, об этом нам не говорят. Может быть, у человека сейчас, в данный период времени, как подвернулась какая-то оказия. Или, если мы говорим про личную жизнь, ну, кто знает, может быть, я не могу этого утверждать, мы сейчас раскроем дальше, но с учетом 4 жезлов, праздник после победы, он мог... Вы не могли не знать, точнее, всю правду, ведь не случайно карта башня. Может быть, там был какой-то любовный треугольник, если вы не знали, а я могу предположить, у нас 2 карты выпадают такие, что это для кого-то отношения на расстоянии, когда, ну, закрытая книга от вас, человек. Вы не знаете, как идут его дела, каков его доход. Может быть, вы знаете, где он проживает, но вы не знаете его подноготную. Вы не знаете, может быть, его какую-то любовную историю или те варианты, которые он очень хорошо скрывает. Поэтому вполне вероятно, сейчас у человека все как бы на подъеме. У него сейчас праздник. Вы сейчас чувствуете вот это доверие. Может быть, мне обернулось как раз каким-то очень жестким уроком. А человек, кстати, может уйти в никуда, потому что, да, он забыл. Он где-то в других энергиях. Ему даже не хочется, ну, где-то возвращаться в ту прежнюю историю. Да, правда. Человек может быть в поездке или в поездках. Может быть, он уже в предвкушении, что у него меняется жизнь, мои дорогие. И это у вас пауза, а у него, опять же, повторюсь, полный драйв. Совершенно противоположная энергия. Что еще нам о человеке расскажут? А вы знаете, тут могли увлечь его какие-то новые интересы совершенно. По 3 пентаклей это мы проходим жизненный экзамен. Вот он тоже, кстати, проходит этот жизненный экзамен. Но насколько он его сдал, пока непонятно. Но если мы говорим, к примеру, об отношениях на расстоянии, человек мог увлечься, к примеру, изучением языков и где-то познакомиться на сайте, к примеру, и обрести новую какую-то пассию, и неважно, кто это, женщина, мужчина. И, может быть, уже была договоренность о встрече. Он не знает еще этого человека, но вполне вероятно, какая-то встреча, может быть, вот в данный момент времени, когда вы смотрите этот расклад, он как раз в пути где-то, или эта встреча состоялась, и здесь он уже готов идти буквально в будущее, что-то изучать, его что-то вдохновляет, у него прекрасная энергия. Да ну да, карта шута, но по этой карте шут – это нулевой аркан. Тут всегда можно совершить оплошность. И даже если он это совершает, он этого не видит. Он даже вообще, мои дорогие, вот правда, я не могу даже сказать, что он о вас вспоминает. Человек совсем в другой, как будто плоскости, в других мыслях находится. И он хочет новизны, вот конкретно новизны. И, может быть, даже энергии таковы, любая новизна, любым путем, но лишь бы не какой-то застой. Может быть и правда новые какие-то планы. У нас выпадает король мечей. Ну, мы к знакам зодиака, безусловно, не привязываемся, хотя вообще это стихия воздуха. Может быть, у человека
и асцендент, может быть, и по Луне, кстати, мы никогда этого не будем знать. Но человек хочет быть таким своеобразным императором. Король мечей. Есть мое мнение одно. Это, конечно, рациональные очень люди. И те люди, которые привыкли решать сами все. Сердце его как будто закрыто. Если мы перекладываем на работу, мои дорогие, значит, на работе могла появиться какая-то другая кандидатура. И о вас тоже могли забыть. Может быть, у кого-то и ситуация проигрывается такова, к примеру, если мы про документ, может, у кого-то было словно на кону смена места жительства, подписание документов по части недвижимости. И вы имели дело тоже с конкретным человеком, а у него какая-то другая альтернативная история подворачивается, и он никогда не поставит ваши планы выше своих собственных. Больше денег заработать, больше для себя каких-то бонусов. Может быть, больше денег я еще куда-нибудь поеду, съезжу. Может быть, передо мной еще какие-то инвестиции новые откроются или как-то вложиться в себя. Ему хочется именно изменить свою жизнь. Ну, вот как-то так. Давайте мы раскроем. Я достану еще одну карту. Мне очень хочется спросить, вспоминают ли о вас, мои дорогие? И перейдем к другой колоде. И мы пойдем вот так, с конца. Нет, у человека праздник. Вспоминают ли о вас? Поставлена точка. Ну, не ждите того, кто не придет. Не ждите и звонка, допустим, или сообщения о работе. Что еще? Нечего добавить. Я была права. Вот эти карты подтверждают. Человек даже где-то забыл. Хорошо. А ты вспомнишь? Или что же тебя ждет? Ага, принц мечей. У человека сложный характер. Человек хитрил с вами, и человек продолжит хитрить с вами, с кем-то другим. В конечном итоге вот этот праздник у него закончится, правда. Потому что он отталкивается от того, что для него в приоритете. То, что для него очень, ну, перспективно, по его мнению, или допустимо. Он живет в своих рамках. Но есть такой момент, он тоже может столкнуться с тем человеком, либо вот вы как будто ушли в тишину, а он может столкнуться с такими людьми, которые ему закатят скандал. Вот такое вполне вероятно. Он будет продавливать какую-то историю, и как будут развиваться события, и ему от них будет очень тяжело. Но это будет в отдаленном будущем. Сейчас у него все прекрасно. И если мы смотрели в контексте вас, какая-то ситуация завершилась. Ладно, я соберу эти карты. И мы с вами раскроем на другой колоде. Что же для вас эти знаки судьбы? Да, тут какая-то ситуация, которая внезапно закончилась. Не успев толком и начаться, кстати. Или не успев подписать, может быть, какой-то важный документ. Давайте мы посмотрим, что это будет ваша жизнь. И ваше ближайшее будущее. Кто вы? Вот, да, мы спросили. Но вот теперь переложим это на контекст событий ближайших для вас. Как эта история будет меняться. Вы знаете, вы уже тоже очень быстро, если вы еще смотрите и не подвели итог, все умерло и для вас. Все. Точку какую-то невозврата вы себе поставили. И вы уходите словно в отшельника. И можете себе говорить, что даже если человек объявится, вы мудрости набираетесь, понимаете? Нам ведь показывают, посмотрите, 2 старших аркана. Вы тот очень сильный человек, который умеет ставить точку быстро. Недолго страдать. Ну да, есть подвешенная ситуация. Ну да, вам тяжело. Но эта тяжесть, она не должна какие-то мыслимые пределы превышать. Поэтому, когда вы видите, что, или, может быть, уже проанализировали, что действительно были какие-то предпосылки, я не заметила.
или уже где-то можно было что-то предвидеть. Или эта история не первый раз в моей жизни. И это все вам помогает словно похоронить это прошлое. Вот здесь уже все закончилось и с вашей стороны. И вас эта ситуация сделала намного сильнее. По отшельнику его теперь невозможно купить на лесть. Его невозможно расстроить какими-то выпадами, ну, психологическими или какой-то эмоциональной неустойчивостью. Отшельнику вообще все равно. Ему буквально фиолетово. Кто что думает, он идет своим путем. И, безусловно, вместо вот этого теплого кубка у вас получается где-то книга уединения. Может быть, вы буквально сейчас заняты обдумыванием своего проекта, именно своего, ведь жизненный путь, когда я должен самореализоваться. Отшельник идет, это дервиш. Он не, поэтому и не зависит ни от кого, потому что у него что-то духовное на первом месте. Ну и где-то это он сам и его собственные планы. Ближайшее будущее для вас. И да, теперь у вас ваши планы, уход. Может быть, у кого-то сложная финансовая ситуация. И вы поставите себе во главу ваших принципов. Я должен или должна заработать деньги. И где-то, ну, поставить на паузу всяческие попытки найти взаимопонимание. Мне даже не следует думать об этом человеке. Или я вот этими своими энергиями мысленными поддерживаю его, как будто подпитываю. И вы знаете, вы правы. Как только вы перестанете о нем думать, может быть, у него как раз и начнут и происходить те события. Или вот какая-то словно обратка к человеку будет возвращаться. По крайней мере, вот когда вы перестаете о нем думать, вот тогда он о вас и вспомнит. И я так думаю, ситуацию нам показали. К этому времени у него уже праздник закончится, и что-то будет совсем непросто. Что еще? Вы идете к своей звезде, у вас великое будущее, вы правда талантливый человек. За какое бы дело вы ни взялись, у вас все получится. Для кого-то из вас, если вы планировали переезд, вы его осуществите. Если вы планировали какую-то поездку или смену места жительства, у вас тоже получится. Да, по аркану звезда не происходит что-то быстро, но это полная концентрация на самом себе. В каком плане? На своих успехах, на своих намерениях. Это ту цель, когда мы поставили, и мы точно знаем, что мы уже теперь не отступим. Мы теперь не переключимся на какие-то, может быть, нежно-добро-приятные эмоции, потому что все может вот закончиться еще раз тем же самым. Мы не захотим уже контактировать с теми людьми, которых мы, может быть, недостаточно знаем. Теперь мы будем скорее проверять, но все же упор будет на какой-то вашей личной истории. И по этой карте это далекий путь, который в конечном итоге будет означать какую-то победу, какой-то успех. Когда у кого-то рост популярности, вы можете тут очень значимых высот добиться в своем творчестве, например, или в своей работе. Вы можете сейчас даже бизнес создать с нуля. Вот я говорила, и нам ведь об этом тоже говорят карты. Давайте. Вместо вот этой непонятной луны у вас приходит звезда возможности. Вы словно переворачиваете ту историю, которая у вас была и которая таила в себе тысячу неопределенностей. Вы теперь в свою собственную решимость. Что еще в ближайшее будущее? Ну, где-то в ближайшем будущем как раз человек какой-то из прошлого и может объявиться. И нам не говорят, мои дорогие, что это будет тот человек, о котором мы сейчас говорили, или с которым у вас как раз и связаны. Вот как наш расклад, на который вы, ну, та ситуация, которую вы смотрите. По шестерке кубков какое-то приятное общение. Да, это пусть как для кого-то из вас проиграется, что на месте одних отношений вы можете случайно встретить того человека, которого вы знали долгое время, или каким-то образом он к вам проявится. Но если мы говорим об вот этих отношениях, которые не сложились, то тогда все равно, мои дорогие, вы знаете, вы словно поблагодарите этого человека за хороший урок и пойдете дальше. И у вас не будет
знаете, вот таких саморазрушающих эмоций. Вы очень сильный человек. Вы умеете говорить «благодарю» и закрывать в прошлое дверь. И в этом ваша просто волшебная позиция. Вы как маг и волшебник. Вот эти эмоции по 4 мечей, когда ничего не происходит, когда подавленное состояние, какая-то апатия, вы переведете просто в легкую ностальгию. И иногда будете вспоминать и говорить, что спасибо моим учителям. Я бы не состоялась, но учителя были больно хорошие. Или какая-то ностальгия, или какой-то опыт вас как будто научил. Что же еще? Ближайшее будущее. Но я так вижу, что будет пытаться человек с вами через какое-то время искать либо встречи, либо контактов, вот точно. Может быть, напишет, как ни в чем не бывало. Но посмотрите, как символично. У нас выпадала башня на одной колоде, второй иллюминатов. И теперь у нас снова выпадает башня. И здесь нам говорят, все, это как черта, демаркационная линия между прошлым и будущим. Карта смерти, карта башни. Это событие изменило вас самих. Здесь не просто мы спросили события, которые меняют мою жизнь, вашу жизнь. Оно меняет вас полностью. И вполне вероятно, темные достаточно карты, да, выпали. Но вот через эту темноту, осознание того, что я должна сохранять или должен сохранять самое себя. И могу оттолкнуться только от самого себя. Хорошо, что же еще изменит вашу жизнь? Какое событие или как будут развиваться события? Давайте посмотрим еще. Мы видим 13-й аркан. И это вы превращаетесь как в того человека, который открыт всему новому. Да, для вас тоже будут такие возможности, когда вам нужно не оплошать. Когда для вас будет важно, ну, из огня в полымя не прыгнуть, мои дорогие. Это правда, буквально не сглупить. Но это карта новых начинаний. Но нам говорят, не пытайся, например, если личная история одна какая-то у тебя не сложилась сейчас. Вы можете действительно какого-то человека встретить, или, может быть, вы его прежде, нам ведь где-то и говорят, даже знали его. Не торопись кому-то доверяться. Не очаровывайся, чтобы потом не разочаровываться. Что еще? События меняют жизнь. Ну, потому что нельзя быть наивному. Но действительно, вы сумеете заработать деньги. У вас сейчас именно ваша самодостаточность, она у вас как за основу всего должна быть положена. Ваше, может быть, намерение какой-то проект создать или вдохновение. Вот то, что вы, может быть, творческий человек. Нам ведь все-таки показывали королеву Пентаклей. И 9 кубков – это не что иное, это, я называю эту карту эгоиста. В хорошем смысле, в добром. Так вот, у вас из какой-то истории любви или из какой-то истории получился отшельник. Но постепенно вы где-то набираете темп, правильные выводы делаете, исключаете то, что не служит вашему прогрессу, и на чем-то одном концентрируетесь. Вы, видимо, понимаете, для того, чтобы обустроить свое благополучие, мне нужно научиться быть эгоистом. Может быть, наш отшельник как раз сидит и думает, как это мне выйти из некоторого такого, ну, не заточения, а из обособленности, из зоны ограничений. И у вас будут и новые контакты, и новые возможности, и, правда, и финансовые возможности. Если здесь мы говорили, что нужно решить какую-то финансовую ситуацию, вы тоже ее решите. Удивительный вообще у нас такой расклад получается, потому что много старших арканов для вас. И правда, вот это разочарование или, может быть, предательство, по сути, тут ведь нам о предательстве говорят. Планы уже были построены, и все вроде бы было оговорено, как я вижу. Не случайно карта влюбленных попадает. И вдруг все разрушено. Но выпадает много старших арканов, потому что это судьбоносность этой ситуации показывает. Или вот этого события. Или то, с чем вы столкнулись. Или человек, с которым вы тоже взаимодействовали. Поэтому какая-то пелена у вас должна спать с глаз. И очень интересно, это вот так выглядит в этой колоде, я надеюсь, видно хорошо.
тот аркан, который мы называем повешенный. И здесь обычно перевернутые у нас образы. Здесь художница прорисовала не перевернутый образ, и мне, кстати, очень импонирует он, потому что тут вообще такая своеобразная колода. Так вот, я хочу сказать о чем. Человек, он просто словно сам зафиксировал себя, или словно он держится, непонятно тут, не вполне точнее, понятно, темноватая карта, но создается впечатление, что он держится именно за какую-то перекладину. И обратите внимание, вверху часы. И вот уже две стрелки, часовая и минутная, как будто на цифре 12, как будто время сейчас пробьет. А секундная стрелка, может быть, вы этого и не видите, но вижу я, поверьте, это так, она словно отсчитывает последние мгновения. Какая-то зона ограничений для вас заканчивается. Ваш выход, мои дорогие. Очень символично, что рядом аркан-звезда. Выход из как подвешенного состояния. Да? У нас два аркана повешенный. И если мы говорим вот даже по этому аркану, вы переворачиваете, то есть вот этот период ограничений, он заканчивается. Вы его сами заканчиваете, потому что вы по-другому относитесь к людям и по-другому относитесь к деньгам. Вот есть два пункта: взаимодействие с людьми, взаимопонимание и деньги. Вот это то, что вы, скорее всего, положите в себе, как в программу, в какую-то включите. И то, что, по крайней мере, вам поможет выйти вот из этой зоны ограничений. И если мы как переворачиваем, да, на 90 градусов, у нас стрелка на 12, наш человек танцует. Нечего добавить, десятка пентаклей выпадает, это дом, полная чаша, девятка кубков, это деньги, это самодостаточность, я уже повторяюсь. По десятке пентаклей это благополучие, это когда в семье порядок. И пусть даже вы один или одна, значит, путем того, что вы закончите какой-то период ожидания, когда вы приложите уже какие-то и усилия, и когда вы... С одной стороны, вы не огораживаетесь от мира, вы встречаете все то новое, что приходит на ваш порог, или вы допускаете новых людей в свою жизнь. Это для вас будет очень важно, но просто вопрос доверия. Теперь вы не доверяете, может быть, так, как раньше, а пока огонь, воду и медные трубы со мной человек не пройдет или не примерит, как мой путь, пройденный в моих же ботинках. И если он этого не сделает, значит, для меня человек-загадка, я ему не собираюсь доверять. Вот какой-то правильный период из ошибок вывести какой-то опыт. И причем оставить его без эмоций, просто как подсказку, чтобы еще раз не найти какие-то грабли, мои дорогие. И здесь как и благополучие, изобилие, процветание, радость. И для кого-то из вас действительно это может быть как переезд. Вверху у нас аркан-звезда. Значит, из этой непонятной луны вы делаете звезду, как мечту, когда нет ничего невозможного. И десятка пентаклей – это материализм. Это наше благополучие, это когда у нас сегодня все хорошо. Когда у нас все под контролем, и нам показан богатый дом. Поэтому, как и возможность деньги заработать. Мои дорогие, а тот, кто смотрит меня по именно личной жизни, личная какая-то история, вы построите свое счастье. Но, может быть, не сейчас. Есть какая-то программа, по части, я сказала, взаимодействия. Вам как будто нужно научиться распознавать людей и стать независимым человеком, решить какой-то финансовый вопрос или, может быть, ваше творчество. Потому что, скорее всего, ваш какой-то партнер, как по судьбе, он словно, он в другом обществе, в другой плоскости. Может быть, не среди тех людей, среди которых вы сейчас находитесь. И для того, чтобы эта встреча произошла, для вас и необходимо как раз, как и новые контакты. Причем, знаете, как воспринимать каждого человека, что это мой новый опыт, а это еще один мой новый опыт. И неважно, какого пола, девушка, мужчина, с кем вам доведется контактировать, по работе ли, или кто-то вам улыбается или оказывает знаки внимания, говорит комплименты. Вот здесь быть таким реалистом вот совершенно необходимо, потому что ваше счастье, оно действительно
как будто в другой плоскости, в другом как будто обществе и ваш человек. 2 карты у вас выпадает. И посмотрите, понимаете, вас не должно ничего сдерживать. 2 пентаклей. Не должно быть какого-то финансового недостатка. И если прежде вас буквально вот эти 2 пентакля, словно с гирями, да, вот нам здесь показаны, они держат человека, он боится этим рисковать, потому что он, может быть, привык жить в режиме экономии. Он боится, да, или денег не хватает вот с этими кораблями куда-то отправиться, или ему жалко. А здесь, вы знаете, вам надо переключиться с какой-то, ну, энергии денег в малом количестве на энергию денег в большом количестве. Для вас, мои дорогие, кто смотрит, богатство доступно. И если вы себе говорите, я могу только каким-то тяжелым трудом заработать деньги, а вы можете заработать через свое творчество. Или через то, что вы какое-то свое дело будете развивать. Или, может быть, как вы какой-то навык, вот мы говорили, приобретаете. Ну, для кого-то, может быть, вам нравится стричь людей, и у вас это классно получается, у кого-то ремонтировать автомобили. И сейчас именно ремесленничество, оно в почете, особенно в наше сложное, турбулентное время. И есть возможность заработать больше денег, есть возможность находиться перед собой, во-первых, открыть вообще другие какие-то перспективы и находиться, начать среди другой общности людей. Вот об этом нам говорят карты. Хватит из нуля в рогожечку. И вот этот туз жезлов в этой колоде карт, обратите внимание, это как ситуация, опять же, до и после. Все. Демаркационная линия проведена. Что еще? Да, будет и новое знакомство. И все то, что я сказала, я могу подразумевать так, что, понимаете, вам нужно выбирать партнера, который очень искренний, который не на словах, а на деле готов взять на себя ответственность. И у вас как будто будет такой. Вам нельзя ошибиться, может быть, поэтому вы столкнулись с такой сложной ситуацией, чтобы не осталось у вас каких-то иллюзий. Вот этим методом, путем проб и ошибок мы все идем где-то, но у вас на кону что-то очень значимое, очень для вас такое доброе, позитивное. Давайте посмотрим, как изменится ваша жизнь. Это не произойдет быстро. Вам нужно встретить этого человека. И вы будете встречаться с людьми разными. Вам будет кто-то говорить, делай так, не делай эдак, или будут давать советы, или будут люди, которые будут стараться изображать из себя какого-то лидера, да, или играть в сильную личность, но за этим не будет действий. То есть вы где-то не скоро можете встретить вот этого человека, который по судьбе. И да, вот вторит как раз нам карта Император. Может быть, это те люди, которые чувствуют себя. Вы знаете, кто меня смотрит, если мы говорим, мои дорогие девочки, вот здесь конкретно мужская энергия. 2 карты нам об этом. Вы, знаете, может быть, ваша в чем-то ошибка, вы растворяетесь в партнере. И вас, словно мужчины, есть, которые этим пользуются. Вот эта наивность, как по принцессе мечей, Медуза, Горгона. Вы верите в лучшее, вы верите людям, вы верите в благородство. А здесь каждый на своей волне, он гнет свою линию и думает, что же я хорошего могу получить. Нам ведь уже карты прежде обрисовали как бы психологический тип человека. И вам действительно судьба может заново и заново вот таких вот персонажей преподносить. И более того, прежде чем мы что-то встретим или кого-то встретим, вы можете и как раз сталкиваться с такими людьми, потому что еще как будто вам может судьба устроить такую проверку на прочность. А вам как будто идти вперед. Посмотрите, карта из повешенного, вы в мир буквально выходите, новые возможности. Ваша, знаете как, когда мы в согласии с собственной душой, карта мира, карта гармонии в душе. Вас тогда никто не собьет с ваших настроек. Вот почему для вас, наверное, вот эта самодостаточность, она очень важна.
Кто-то может, кстати, у кого-то и так может сложиться ситуация, что вы зарабатываете деньги или у вас тут появляется какая-то сумма денег. Нам ведь об этом уже 2 карты сказали. И для вас это тоже где-то помощь идет. Деньги как будто придут. Вот если кто-то ждет, то деньги вы получите. Может быть, задерживается какой-то платеж. И могут тогда появиться те персонажи, которые где-то нацелены именно на ваши средства, на ваши ресурсы, чтобы вас использовать по полной, мои дорогие. Будьте внимательны, правда. Вы должны вот именно вот этот сложный путь, 2 карты повешенного, не попасть еще раз в какую-то ловушку. Проверка будет. Но вот эта карта мир, карта императрицы. Это не просто быть счастливой, а это быть и счастливой, и любимой, и самодостаточной, и видеть мир, и жить так, как вы хотите, мои дорогие. И вы это все можете создать своими руками. Но 5 жезлов, правда, вокруг вас, вот с одной стороны, как какие-то духовные лидеры, которые много говорят, красиво говорят, но ничего не делают. Может быть, и императоры такие, императрица, кстати. И я не могу сказать, что с одной стороны выпала пара, и можно говорить, где-то в мире, мы можем так рассмотреть эти карты, да, где-то в мире, мы сказали, в другой плоскости есть ваш император, но для кого-то это может означать вот как раз тот персонаж, который хочет быть лидером, настаивает, чтобы его признали императором, но он таковым не является, он все-таки ниже как-то по рангу, и для вас будет очень важно сделать окончательный какой-то свой выбор. Вас действительно сведет с вашей судьбой, с тем, мы говорим, да, человек по судьбе. Но для этого пройти какой-то определенный путь. И у вас, смотрите, чтобы не попасть еще раз в просак, у вас выпадает старший аркан, юстиция, справедливость. У вас все должно быть вот тот человек, который будет готов буквально с вами что-то оформлять, да, не откладывая на потом, я подумаю там или еще что-то. Вы прочувствуете, что именно вами дорожат. Дорожат настолько, что боятся вас потерять. И это может также касаться ситуации по работе. Так вот, вы можете еще в последующем сталкиваться вот с такими харизматичными лидерами, или вас может сталкивать судьба по 5 жезлов с людьми, которые утром говорят одно, а к вечеру о вас забывают. То есть я могу предположить, судьба действительно может проверять вас на прочность. Насколько вы уверенно, надежно готовы и как долго пройти какой-то путь. Но, в принципе, у вас, посмотрите, получается, если мы уберем вот эти карты, да, вот так, сделаем какую-то ситуацию или историю нашу по картам более такой конкретной, у вас выпали как карта повешенного и карта мир. И по бокам император, императрица. То есть мы ведь смотрели на будущее. Это поближе, а это подальше. И вокруг от карты повешенного 9 кубков и 10 пентаклей. Как и по чувствам, так и по финансам, как и по самодостаточности. Здесь это как реализация какого-то проекта, так и личная жизнь. Может быть, есть тот человек, который вас тоже где-то ждет, будем говорить. Поэтому не разменивайтесь, вот я к чему, не разменивайтесь на тех, которые хотят этими императорами казаться, но ими, по сути, не являются. Перекладывайте на себя, буду благодарна вашим комментариям, насколько это откликается в вашей душе. И искренне мои пожелания: будьте счастливы, будьте самодостаточны и любимы всегда.